Всем привет зрителям канала, на этот раз уже точно из 2024 и, наверное, это видео должно было выйти позже, после всех праздников, аж так числа, наверное, 15-16. Но, если честно, на праздниках сидеть дома, очень скучно, у меня нет желания просто кушать салаты и смотреть фильмы, и поэтому я решил снять видео. Причем это, наверное, самое первое видео о новых ноутбуках с новым процессором Intel из серии Ultra. Да, именно эти процессоры заменят существующее 13 поколение 13700H и прочие в ноутбуках и заменят их очень даже успешно. Почему, вы спросите? Потому что наконец-то Intel сделали мощнейшую встройку в новых Meteor Lake процессорах, и теперь все процессоры Intel в ноутбуках будут называться Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9, и даже будут новые цифры, а именно не 14700H, как все ожидали, а будет 14 поколение называться 155, 160H и так далее. Да, именно так теперь будут маркироваться эти процессоры интеловские, и, внимание, все они будут иметь встроенное новое видеоядро с чипом Intel Arc, и поэтому теперь компания AMD с их новейшей встройкой Radeon 780M уже на самом деле не самая мощная встройка, именно об этом заявили в Intel. И в качестве примера мы с вами протестируем супер свежую новинку, новую модель процессора Ultra 7 155H, и это ноут от известной компании, и я не стану называть именно какой компании, чтобы не подумали зрители, что это реклама, и даже ссылочки не оставлю в описании на данную модель, потому что ее тупо нет в продаже вообще ни в одном сторе, и только ребята, знакомые из стора Фернандо, в силах привести вот такие новые, буквально свежие новинки. Это, по сути, только неделю назад показали данный ноут, он появился в Китае, и уже через 4 дня ноут с новым процессором был у меня дома. Еще раз повторюсь, ни в одном из магазинов сейчас этот ноут найти невозможно, а парни из Фернандо привезли его буквально за 4 дня очень оперативно. И, к слову, цена на этот ноут значительно ниже его минимальной стоимости. Причем аванс за данный ноут был всего, по-моему, 5000 рублей, и никаких там полных предоплат. Остальное оплачивается при получении. Быстрая доставка, в общем, по всей стране с деком или своим курьером. В общем, парни из Фернандо могут привезти вам вообще все, что вам захочется. Любой ноутбук, планшет, в том числе и комплектующие для ПК, процессоры, охлаждение, видеокарты, материнские платы, корпуса и так далее и тому подобное. Однозначно рекомендую. Ссылочки я оставлю в описании под этим видео. А мы вернемся все же к теме нашего видео, именно к ноуту с новым процессором Ultra 7. И, наверное, сперва все же стоило бы хоть немножко вам рассказать о самом ноутбуке, но я не очень честно хотел бы делать, то есть у меня вообще желания нету снимать именно обзор про этот ноут, а больше интересует конкретно новый процесс и новая встройка видеочип Intel Arc в этом процессоре. Но все же хотелось бы отметить из ключевых особенностей, это, конечно же, однозначно я выделяю модель с OLED-экраном, и именно с высоким разрешением 2800 на 1800, возможно, пикселей, я точно не помню, возможно, ошибаюсь, но это называется, как я прочел на сайте, 3K разрешение, что-то типа того. И вот саму матрицу OLED на 120 Гц я вообще впервые в жизни вижу, именно вживую. А я скажу вам так, что это примерно как очень качественная IPS, прям очень классная IPS типа, но без всяких там засветов, полностью лишенные даже нулевых засветов, и очень насыщенные цвета. Короче, это эталонное качество картинки и лучшее, что я вообще видел в своей жизни среди всех ноутбуков. OLED ноутбуки, ясное дело, стоят немало, так что, сами понимаете, пока что OLED это далеко, то есть в будущем, я думаю, появится больше моделей среди остальных моделей, а так это считается такая себе диковинка. В остальном, что еще интересного, да, у нас 14-дюймовый экран с очень высокой плотностью пикселей, очень тонкий корпус металлический, внутри дальше у нас 32 оперативы, LPDDR5 распаянные на материнке, и она имеет, внимание, частоту, на секундочку, 7600 или, по-моему, 7800. Короче, это дичайшая скорость памяти, от чего видеочип получил, по сути, идеальные условия для своей работы. И вот прежде чем запустить парочку проектов и проверить встроенный видеочип Intel Arc, я решил сперва именно проверить малость сам процессор, именно его мощность. И данный процесс от компании Intel, у него, значит, 14 ядер, 22 потока, плюс видеочип, плюс какие-то там еще контроллеры, и все это размещено на одном чиплете с супер низким потреблением ватт, от чего ноут может почти сутки работать на одном заряде в офисных приложениях или просмотре видео. И что самое интересное, в этих 14 ядрах, внимание, имеется два странных ядра, которые отвечают за искусственный интеллект
проект нейронку, и это типа будущее, в котором специальные ядра будут обучать ноутбук правильно использовать ресурсы и адаптивно работать с видеочипом. Это сложная тема, я не стану в нее прямо сейчас вдаваться в подробности, но это буквально первый умный процессор с искусственным интеллектом, причем на аппаратном уровне, а не просто на словах. В общем, сперва давайте посмотрим и сравним прос с предыдущим поколением, то есть с топовым i7 12700H именно в моем ноуте, что имеет 16 ядер, 20 потоков, и считается сегодня это такой себе универсальный процессор для игровых ноутбуков вместе с 13700H. Так вот, если судить по баллам в мультипоточности в Cinebench, то новый Ultra i7 155H выдает немножко больше баллов, чем 12700H, и казалось бы, разницы по сути нет, но еще раз, но новинка заметно меньше выделяет тепла, при этом буквально в 2 раза у нее ниже теплопакет, и в таком режиме нагрузки ноут может отработать в 2 раза больше на одном заряде, больше, чем ноут на 12700H. Далее я решил закинуть видеопроект и провести рендер в Movavi, то есть вывести видео в Full HD, и вот с этой задачей новый процессор заметно быстрее справился, опять же выделяя при этом ниже тепла и меньше съедая аккумулятор. То есть, судя по моим наблюдениям, новый проц Ultra 7 155H, он по мощности примерно на уровне 12700H, или местами там даже быстрее немножко, но и при этом значительно более экономичный, меньше теплопакет, и значит его можно ставить в любой тонкий ноут, в любой даже игровой ноут со слабым и дешевым охлаждением, и в любые, внимание, мини-ПК, что делают сейчас китайцы на разных чипах от AMD, именно с теми, что 780M и так далее. Я уже вижу, как через 2-3 месяца будут сотни различных моделей ноутов на этом процессоре и кучи, тонны различных мини-ПК, что заменят Ryzen 7000 серии и Radeon 780M. И вот сейчас же, наконец-то, давайте с вами и проверим, что из себя представляет стройка Intel Arc внутри процессора, и сможет ли она потянуть хотя бы там на высоких, возможно, средних настройках Full HD. И сперва, пожалуй, закинем Counter-Strike вторую часть на высоких Full HD со всеми эффектами, и видим с вами от 70 до 90 кадров. Это во второй части контры. В целом, если учесть, что это высокие настройки в далеко не простой второй части, и это Full HD, то результат можно считать успешным. Тем более температура железа при этом, обратите внимание, очень низкая, как для ультратонкой модели ноута. 67-70 градусов с копейками, это очень даже приятно. Это явно не 90, а будь внутри сейчас, например, в этом ноуте процессор 12700H такой же мощности и видяха хотя бы там RTX 4050, то мы бы с вами увидели и 90, и 95, и может даже соточку. Так что это, я считаю, супер приятная новость, что даже в тонком ноуте новый процессор из серии Ultra по мощности равносильный 12700H выдает стабильные 70-80 кадров Full HD на высоких, и при этом температура просто смешная. В то же время, если выставить в контре низкие настройки Full HD, у нас, значит, повышается температура процессора, немножко повышается, примерно там до 70-75, но фреймрейт вырос буквально до плюс 40%, и получаем 100, 120, 130 FPS. Это уже более идеально под герцовку матрицы 120 Гц. Вот такие вот результаты у нас в Counter-Strike второй части. Окей, друзья, идем далее. Теперь с вами давайте закинем интересный тест. Это более сложная Forza Horizon 5 часть. И тут на высоких настройках со всеми эффектами Full HD, плюс включенная трассировка лучей на средних настройках и включенное сглаживание фирменное интеловское SSE. У нас, значит, имеется стабильное, внимание, стабильное 45-50 и даже местами 60 кадров. И это еще раз на секундочку на высоких настройках с включенной трассировкой на встроенном видеочипе в процессор Full HD мы получаем 50 кадров. Однако, если понизить настройки до низких, то, разумеется, фреймрейт поднимается до стабильной 60-70. Но все же, как по мне, даже 50 кадров на высоких с лучами лучше, чем 60-70 именно с визуальной части. Так что можно спокойно кататься даже на высоких без проблем.
Ну окей, друзья, что ж, в конце чисто ради интереса я закинул 5-ю часть GTA. Это очень высокие Full HD настройки, с эффектами все включено, и по сути это считается максимальные настройки, и тут у нас, значит, в среднем 50, 55, возможно 60 кадров. На низких настройках, на стандартных Full HD у нас 90, 100, 110, 120 кадров без проблем. При этом еще раз обратите внимание на температуру процессора, он просто выдает смешные 66-67, и это далеко не 90-95, которые выдают топовые, напомню, 12700H или там 13700H. В общем, для себя я отмечу два самых важных момента в новых процессорах от Intel. Первое — это теплопакет и потребление ватт. Нам это дает возможность продлить работу ноута от аккумулятора по сути на 40-50%. Плюс этот же низкий теплопакет дает низкую температуру, и значит проц можно ставить буквально в любой дешманский ноут, даже с очень простым охлаждением. Второе, процессор имеет встроенное видеоядро Intel Arc, которое выдает в большинстве случаев минимум 45 кадров, максимум 120 кадров, и это даже на высоких Full HD. Однозначно, это новый король среди встроенных видеочипов, и даже компании AMD придется наконец-то искать новое решение, чтобы переплюнуть новые интеловские ультрапроцессоры. Intel наконец-то спустя немало времени доказали, что они умеют это делать, если есть желание. И как пример мы с вами получили реально новое поколение, новые перспективы именно в процессорах Meteor Lake с маркировкой Ultra. Это не просто рефреш или обновление, а это полностью новый подход, новый техпроцесс, новые стандарты и новая высота для конкурентов в лице AMD. И это еще не конец, друзья, это только вышли новые ноутбуки с новыми процессорами. Через некоторое время посыпятся новые драйвера на эти процессоры, на эти ультра модели, будет еще выше производительность, будут выжимать максимум из этих процессоров, все ресурсы, а пока что даже в таком полусыром виде это один из лучших процессоров для ноутбуков. На этом, друзья, у меня все. Если вам было интересно это видео, ставьте лайк и подписку. Увидимся с вами уже очень скоро. Всех еще раз поздравляю с наступившими праздниками, не болейте и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока.